Нередко персонажем музыкальных произведений становится не один человек, и даже не группа людей, а целый город. Приглашаем окунуться в атмосферу нашего родного края, в атмосферу города, в нескольких километрах от которого мы живем. Звучание северной столицы нашей страны – города Санкт-Петербурга! Вечерняя песня была написана в год 260-летия города над Вольной Невой. Авторы – композитор Василий Павлович Соловьев-Седой и поэт Александр Дмитриевич Чуркин. А первым известным исполнителем вечерней песни стал Марк Наумович Бернес, как раз в те годы переживавший очередную волну популярности. Уже в советское время вечерняя песня стала неофициальным гимном Ленинграда и по сей день остается гораздо популярнее официального гимна Санкт-Петербурга. В 1980 году болельщиками «Зенита» был написан гимн болельщиков «Зенита», созданный на основе вечерней песни. От стихов Чуркина остались только 3 строки первого куплета. Но музыка Соловьева-Седова была взята полностью. Переделанная песня сразу вошла в репертуар активно поддерживающих команду болельщиков. Сначала поддерживалась дважды во время матча, через 5 минут после начала игры и за 5 минут до финального свистка. 2009 года было принято решение петь песню один раз после каждого стартового свистка, поскольку до конца матча, когда на счету каждая секунда, спокойно распевная мелодия не очень подходит. В 2010 году Василий Соловьев-Седой-младший, внук композитора и фанат «Зенита», предоставил любимому клубу авторские права на использование мелодии, созданной его дедом. Есть такое поверье, если жених с невестой по очереди подержатся за большой палец ноги, то брак их будет счастливым, а дети красивыми. Естественно, нужно держаться не за свой палец ноги и даже не за палец большой ноги друг друга. Нужно прийти в Питер, к Эрмитажу и уже у атлантов подержаться за искомый палец ноги. Однако одним из символов Петербурга является не только скульптурная группа портиков Нового Эрмитажа, но и песня о них. Александр Городинский, автор этой песни, именно ей завершает каждый свой концерт. «Атланта» — это песня, которая дарит надежду, несмотря ни на что. Как бы плохо и больно ни было, всегда найдется тот, кому еще хуже и больнее, и себя жалеть как последнее дело. Строчки «Когда на сердце тяжесть и холод на груди, к статуям и ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди» Городинский написал в 1963 году на борту военного парусника «Крузенштерн» в северной части Атлантического океана. Но сам поэт признает, Атланта и Атлантика – это какое-то случайное совпадение, да и стихи ему сначала не понравились. 30 октября 2018 года песня стала официальным гимном государственного Эрмитажа. Соглашение об использовании композиции было подписано автором «Атланты», генеральным директором музея Михаилом Петровским. Ни одного музея в мире нет никакой песни про него, а уж тем более никакого гимна. И благодаря щедрости Александра Моисеевича мы учреждаем гимн Эрмитажа. Этот самый случай, когда постепенно время сделало песню Атланты нашим гимном, приводит информагентство слова главы музея. Русский рок – это уже классика, а 50 лет назад это была музыка всех смелых и независимых. Песня Виктора Цоя, ленинградского музыканта, это голос и мысли целого народа. Ленинград, где Виктор Цой родился 12 июня 1962 года, несомненно, оказал огромное влияние на его мировоззрение, характер, а следовательно, на его творчество. Песня Цоя пронизана духом ленинградских улиц, ленинградских спальных районов, где он играл концерты в домашних условиях. Песня Виктора Цоя Ленинграда, его душа, климат, или может быть плюс 25 лет. Но чаще всего. Третий день, с неба течет вода, очень много течет воды. Сургановый оркестр – российская рок-группа, основанная в 2003 году в результате объединения творческих усилий Светланы Сургановой и музыкального коллектива «Север Компа». У них нет определенного стиля, она играет не в формате. Светлана Сурганова также исполняет ряд композиций на стиле классических поэтов и современных авторов. «Ленинград» – песня, исполненная группой Сургановой и оркестр из альбома «Проверено временем».
Песня написана на стихотворение великого Осипа Мандельштама. Музыка Аллы Пугачевой в 1970 году. Премьера студийной версии композиции «Сугану» состоялась в 2009 году. Петербург был любимым городом поэтом. Песня же Аллы Пугачевой посвящена памяти популярной ленинградской певицы Лидии Кемер, умершей от болезни в 1965 году в возрасте 27 лет. В 70-е годы в нескольких журнальных изданиях эта песня упоминалась названием «Монолог Лиды». Текст песни Пугачевой немного отличается от оригинала Мандельштама. Так она осознала и изменила название Петербурга на Ленинград. Сплин – российская рок-группа, образованная в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Лидером коллектива и автором большинства песен и его репертуара является Александр Васильев. Сплин, как группа родом из Санкт-Петербурга, поистине имеет полное право описывать этот город в своем творчестве. Так как кому как не знать о нем все. Действительно, в творчестве Александра Васильева, его банды, немало композиций о Санкт-Петербурге. Оркестр – это одна из немногих песен группы, которых невозможно прослушать без слезного конца. Мой город сохранил лицо, прорвав блокадное кольцо. Песня посвящается самому трагичному периоду в истории города – блокаде во время Великой Отечественной войны. В 2014 году отмечалось 70-летие снятия блокады Ленинграда. В этом же году написана была песня группы «Сплин». Оркестр, о котором поет Васильев, это оркестр радиокомитета, единственный оставшийся на момент блокады Ленинграда. В августе 1942 года для измученных горожан он исполнил 7-ю симфонию Шостаковича, другое название «Ленинградск», чтобы хоть как-то поддержать сломленный дух ленинградцев. А что сегодня? Например, в Питере пить, утверждает композитор нового поколения Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград». Но как же мы могли не упомянуть группировку, название которой уже посвящено городу? Шнуров уже на протяжении 2 десятков лет ассоциируется в сознании людей с образом города. Но его песни не о меланхоличном, о возвышенном Петербурге, а о туристическом. В песне «Питере пить» даже есть такие строчки. А сердцем я люблю страну свою, а эта песня в целом о туризме, и для туристов я ее пою. В другом нашумевшем хите Сергея Шнурова «Экспонат» поется об одной из главных достопримечательностей города – Мариинском театре. Возможно, он пытается запугать туристов, рассказывая им о таком Питере. Свой родной, настоящий город он прячет в узких переулках, маленьких подворотнях и в петербургских парадных. Многие критики смело называют основателя группировки «Ленинград» главным петербуржцем 21 века. Музыканты Санкт-Петербурга вместе с его художниками, поэтами и писателями помогают определить лицо города. Они запечатляют его легенды и получают драгоценное вдохновение от своего города. Все, что создавалось городом, любовь, красота, политика и общество, превращается в его музыку. Порой песни посвящают актуальным петербургским проблемам, например, частым дождям, и это факт. А есть и неподтвержденным слухом, касающихся, к примеру, пьянства. Реальное существование петербургского общества и культуры остается источником вдохновения для писателей, художников и музыкантов города.